Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Три медведя». Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой, лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше, была Настасьи Петровны. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка, большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку, похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Настасьи Петровны, а третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала, потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась, так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасьи Петровны, третья Мишенькина. Девочка легла в большую, и было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой, голодные, захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашку и запищал тоненьким голоском: «Кто хлебал из моей чашки?» И все выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» – заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» – зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голоском: «Кто ложился на мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режет: «Вот она, держи, держи, вот она, ай-яй-яй, держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Оно было открыто. Девочка выскочила в окно и убежала, и медведи не догнали ее. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.